Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года. Неожиданности и сюрпризы мы рассмотрим в этом видео. Может быть, что важно знать или чему придется уделять внимание, мы достанем ту карту или в целом оценка вот этого периода. Давайте мы узнаем. Это новый формат видео. На моем канале не было таких видео, что вам по судьбе. И я буду благодарна вашим откликам, комментариям. Мне очень важна обратная связь. И вообще я вам благодарна за все ваши отклики и ваши добрые слова, мои дорогие, любимые скорпионы. И поверьте, это мое вдохновение, когда я читаю ваши отзывы. Мне всегда очень приятно знать, насколько это для вас актуально. И если хотела еще сказать, мои дорогие скорпионы, если в видео присутствуют посторонние шумы, прошу меня извинить, у соседей ремонт, такой долгий ремонт, и я на это не влияю. Прошу правильно отнестись к этому. Итак, давайте будем узнавать. И надо сказать, вот этот период до конца года идеальное время для личной жизни. Как будто планеты нас, подталкивают к тому, чтобы мы либо уделили внимание вопросам личных отношений, отчасти и отношений вообще. Как будто если есть те люди, которых мы не можем отменить в нашей жизни. Ведь есть те персонажи, которые мы можем вычеркнуть. Почему нет? Но, к примеру, наш социум, руководители, коллеги, соседи. И мы не должны переделывать этих людей или настаивать как будто на своем. Тут весь фокус будет или фишка в том, как мы сумеем договориться. Не должно быть этой конфронтации, как будто худой мир лучше доброй ссоры. Мы людей не изменим, но нужно сделать именно так, чтобы вам в последующем они не помешали. Вот этот момент тоже будет важен. Давайте мы достанем первую карту. В целом оценка этого периода до конца года. Или, что важно знать, неожиданности, с которыми вы можете столкнуться в этот период. Сюрпризы, мои дорогие, это со знаком плюс, что будет радовать. Ваши действия, давайте такую карту достанем. Каков результат, узнаем. И достанем еще одну карту, как совет от карт. Давайте будем узнавать, что же для вас, правда, какой-то есть выбор. И из этой двойки мечей, это всегда, знаете, словно мы шли, да, условно говоря, и уперлись в какую-то стену. И дальше вот в таком же контексте или теми же методами, способами мы как будто действовать не можем. Нам нужно выбрать либо направо, либо налево, а вперед как будто так же уже не пойдет. Может быть, в силу причин, обстоятельств, а может быть, вы сами уже не хотите. Вот и вы хотите из двойки мечей. Мы говорим, если выбор, да, должен остаться один меч, и я называю туз мечей, или когда один меч, выход из лабиринта, вот с чем-то вы должны определиться, причем вы сами. Не должно быть, может быть, недосказанностей или, где-то это не совсем вам свойственно, но сомнений тоже не должно быть. Или не должно быть двойственных ситуаций по отношениям, мои дорогие. Давайте мы посмотрим. Но нет, прежде я сделаю по-другому. Давайте я достану еще карты, потому что двойка мечей, так более абстрактно говорит о той или иной области жизни, хотя это может проиграться у каждого немножко по-своему. А я достану карты, мы с вами спросим, что это означает. Вот смотрите, правда, видимо, для вас, мои дорогие скорпионы, будет очень важно, чтобы не было конфронтации, не было дистанции, как будто какой-то конфликт мы не должны увеличить. Вы люди очень сильные. И я знаю, что если скорпион что-то надумал, он это обязательно осуществит. На 1000%. Есть такое в вашем знаке, что если вас кто-то обидел несправедливо, скорпион умеет сделать так, чтобы обидчик, если скорпиону плохо, то обидчику будет в 100 раз хуже. Я это тоже очень хорошо знаю. В этом где-то ваша сила тоже заключается. И эта карта называется «Пирова победа».
То есть победу-то вы одержали, но либо победа далась тяжелой ценой, слишком сложно что-то, или мы не испытываем вдохновения, радости от этой победы. Безусловно, эта карта рассказывает о каком-то конфликте или о той самой дистанции в отношениях, когда, ну вот на теперешний момент, вот, словно это пространство между двумя людьми не следует увеличивать, может быть, и между тремя. Не стоит, может быть, знаете как, даже если обидчик или какой-то конкретный персонаж того заслуживает, не стоит, ну, где-то вот пространство недопонимания расширять, чтобы в последующем человек не затаился и каким-то минусом в неподходящий момент для вас не совершил того, что для вас будет неожиданностью и как какая-то существенная помеха. Это я перекладываю на теперешний момент, когда именно помогают нам больше адаптивные какие-то энергии, когда, ну, будьте хитрее, может быть и так. По этой карте это воин в душе. И нам карта не говорит, что мы должны свои принципы как будто отодвинуть или поступиться ими во благо того, чтобы кому-то было хорошо, или сделать что-либо себе в минус, а кому-то в плюс. Нет, карта говорит о том, что мы наоборот сохраняем собственные приоритеты, но и дистанцию конфликта не увеличиваем. Вот для вас почему-то это будет важно. У кого-то это может быть с работой, а у кого-то в личной жизни. Давайте мы еще спросим, что это. Вот все то, что я говорила, посмотрите, тройка жезлов, и у вас должно быть все под контролем. Это карта якоря, это карта уверенности, это карта того, что контролируем. Вот благодаря этому контролю мы как будто на будущее можем что-то осуществить. Или в последующем нам не должно или не должны вставлять палки в колеса. Как будто к прошлому повернулся человек спиной, он нам прорисован именно со спины, и он уже смотрит вперед, ожидая корабля. Карта говорит о том, что у вас большие возможности вот-вот будут. Но еще пока, видимо, до конца года не время действовать. А вот разобраться с чем-то, с какой-то ситуацией, чтобы не было в последующем помех и вашим планам помех также в первую очередь тоже. У вас на кону стоит что-то очень важное на последующий, опять же, период, потому что не предполагает какие-то действия эта карта. Она как раз укрепление собственных позиций. Одновременно карта перспективы. Так вот, на перспективу что-то сейчас словно фундамент либо заложить, либо укрепить, либо свои позиции укрепить. И придется где-то вам быть, видимо, манипуляторами. И что в итоге? Мне интересно. Рыцарь Пентаклей, тут какой-то правда. По рыцарю Пентаклей это всегда марафонский забег, я называю. У кого-то это могут быть поездки конкретные, может быть приезд к вам человека, или вы можете куда-то поехать, может проиграться вот на таком уровне бытовом даже. Но чаще это наши перспективы, правда, дополняет карта тройку жезлов и говорит о том, что то, что мы сейчас начинаем, или кто-то из вас начал, может быть, недавно, карта не о каком-то фуроре таком быстром, который и как пришел быстро, так же он и исчез куда-то, пойди поищи, а о том, что мы выстраиваем, вы выстраиваете свою стратегию, тактику планомерно, настойчиво и в последующем, как финансовый рост, как построение карьеры, ну вообще реализация ваших планов. Для вас важно будет, видимо, или этот период конца года, у вас на последующие годы очень удачное будет время, как для самореализации, как осуществить то, что вы всегда хотели. Но, видимо, помех не должно быть где-то через людей, мои дорогие скорпионы. Это правда. Для вас этот период, правда, отношения выходят на первый план. И как-то их надо, риски минимизировать именно со стороны, чтобы не должно быть недругов, понимаете? Вот для вас это будет важно, потому что потом какие-то новые возможности, они как будто будут снова и снова появляться. И поэтому палки в колеса вам никто не должен вставлять. Вот подумайте, как выйти из этой двойки мечей, как сделать как будто выход из лабиринта, совершить его. Давайте мы посмотрим, какие же неожиданности могут быть. Ну вот все то, что я говорила.
Карта великолепная, самодостаточности, девятка пентаклей. Тут и про деньги, тут и про бизнес, про новое творчество, ваше хобби, открытие, может быть, бизнеса, дополнительный доход. У каждого по-своему. У кого-то вопросы благополучия жилища. Это вообще период, когда вы довольны. Безусловно, в неожиданностях сама по себе карта говорит получение денег, получение каких-то бонусов или просто какой-то ваш план. Он должен быть осуществлен. В этот период что-то для вас будет ощутимо значимо материально еще. Или вы сумеете у кого-то подписать документы, может быть, да, или какие-либо соглашения, контракты, договоры, а у кого-то это приход денег. Но это все для вас в плюс. Сюрпризы давайте посмотрим, мои дорогие скорпионы. Вот я теперь понимаю, вот видите, для чего вам вот, видимо, этот период и все то, что я говорила, более чем актуально. Сюрпризы. У вас карта солнца, карта счастья, карта вдохновения, когда сбываются наши мечты. И это на последующий период, должна сказать, безусловно, это карта нашего эго, когда мы осуществляем то, что мы хотим. Но вы сможете осуществить или получить желаемое от правильного взаимоотношения в социуме, среди людей, в которые вас, ну, может быть, как ближнее окружение, ближайшее, или вы его будете менять, или что-то вы будете тут делать так, чтобы какие-то ваши перспективные планы, они будут зависеть от взаимодействия с людьми. Как вы как будто договоритесь, они были осуществлены. И карта Солнца, вообще всего в колоде Таро, две карты выбора правильного направления. Это карта Солнца, которая на несколько месяцев вперед, поэтому где-то до середины года 2024, вот вы в конце 2023 года закладываете как фундамент, это правда. Есть еще вторая карта, карта Звезда. Это тоже выбор правильного направления на десятилетие. Но вот у вас где-то проходит до конца декабря период постановки или построения какой-то, своей, может быть, конструкции, иерархии или ваших планов до середины 2024 года. Давайте ваши действия. Еще один старший аркан. Тут точно от ваших правильно принятых решений, посмотрите, все же у нас выпадает сначала двойка мечей. С чем-то не просчитаться. Нулевой аркан. Когда я смотрю на эту карту в этой колоде, я вспоминаю слова Эйнштейна, он всегда говорил, он вообще как бы правильность, он понимал как-то по-другому. Что такое правильно? То, что правильно для одного, для другого может быть кардинально неправильно. То есть это где-то с понятием относительности пересекается. И сам-то Эйнштейн, как личность, он был своеобразный. Так вот он говорил, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И второй иллюминатов, карта Шута, называется «Хаос перед началом творения». Поэтому наши действия, что-то будет приходить, и вам придется сделать совершенно не так, как вы бы это сделали раньше. К вам будут приходить возможности тоже каким-то не тем путем, как вы это могли ожидать. Если это мы говорим договориться, или какие-то возможности на бизнес, на ваш последующий прогресс, ведь это на действие, вам придется как-то действовать не шаблонно. Может быть, сломать о себе какой-то стереотип. Для вас будет важно. Если люди вас воспринимают однобоко или одним каким-то, видением своим, как будто для вас будет полезно, может быть, отчасти уделить внимание собственному имиджу. Почему нет? Сделать что-то так, чтобы сломать вот это представление о вас у людей. Или это будет касаться, опять же, повторюсь, где-то вашего внешнего вида. Это может быть для кого-то важно, поэтому я озвучиваю. Или это могут быть ваши действия. В конечном итоге имидж, что ведь тоже наши действия. Мы что-то делаем таким образом, чтобы люди нас, восприятие как будто, оно изменилось на 180 градусов. Вот таковы ваши действия. Но это старший аркан, это все равно влияние извне на ваш знак. И вам придется вот с этим где-то хаосом взаимодействовать. Это только начало, нам снова говорит карта. А последующее развитие пойдет в 2024 году. Будьте внимательны. У вас до конца года очень, для вас, мои дорогие, карта Солнца и нулевой аркан. Это очень важный период. Давайте мы посмотрим, каков результат
нам выпадает тройка пентаклей, конкретно опять карта перспективы. Где-то перекликается с рыцарем пентаклей. Безусловно, это как вы можете пойти учиться. Или вы можете, знаете, может быть, обстановка по какому-то, по вашему задуманному плану, проекту, теме такова, что вы прочувствуете, мне не хватает знаний, может быть, юридических, или как какой-то документ правильно оформить, или что сделать, как действовать. Вы можете как просто собирать информацию, да, у нас много ресурсов через посредством интернет, но для кого-то это могут быть курсы, повышение квалификации, повышение вашей экспертности. Кто-то банально пойдет учиться, чтобы сдать на права, и это тоже прибавляет бонусов каких-то, чтобы впоследствии быть более ресурсным. А для кого-то из вас это изучение языка. Может быть, кто-то задумает из вас переезд очень далеко. Почему это карта и прогресса? Вот мы сейчас как будто чему-то учимся, переходим какой-то период, и это карта сдачи экзамена. Кто-то будет уже сдавать экзамен до конца года, буквально. И в последующем это ваш какой-то материальный дополнительный бонус или больше возможностей получать больше денег, большая ваша ресурсность, мои дорогие скорпионы. А у кого-то это сдача жизненного экзамена. Имеется в виду, как мы сумеем договориться. Может быть, для кого-то из вас именно этим экзаменом считается, вот как вы разберетесь со своим окружением. Вполне вероятно, и так тоже. Но ваша задача – видеть свою перспективу. Все карты об этом. И себе как будто не помешать. Вот, наверное, поэтому это пирова победа. Даже если с теми людьми, когда, сложно договориться. Скорпион, маг и волшебник. Если вам это нужно, у вас получится на 1000%. Давайте карту совет. Еще раз нам, посмотрите, какая-то материальная составляющая. У вас, повторюсь, последующий период, планетарно даже, год 24, он очень ресурсный для вас. Это новые возможности. Понятно, что это зависит от наших действий. Но действия закладываются где-то через отношения. Вот об этом нам говорят все карты. Вот посмотрите, слева карты, насколько нам обрисовывали какую-то ситуацию, да. И вы люди интуитивные, даже глядя на карты, можно просчитать, переложить. Не должно быть вот этой двойственности, понимаете? Надо как будто определяться, потому что последующий период для вас ожидается, совершенно другой. И использовать его на благо себе, ведь у нас тут 9 кубков. В первую очередь это, конечно, про деньги нам снова говорят. Значит, отчасти я могу, что вам сказать, 2 девятки. По нумерологии как будто деньги не время тратить, они нам потом пригодятся. Может быть, для того, что вы хотите осуществить. Или карты нам говорят, будут перемены. И вот эти карты нам тоже где-то про перемены говорят как раз. По 9 кубков это еще значение добавляется к слову самодостаточность, потому что нам изображен человек, который хозяин, как будто таверны, ресторана. Он поднимает кубок за здравие свое и посетителей. Где-то это одно единое целое. И ваши дела должны идти хорошо в совет. Какие-то новые возможности, которыми нужно воспользоваться. Я бы сказала, для кого-то, может быть, в 2024 году кто-то из вас откроет бизнес свой или какое-то ремесло, что-то вы будете, именно вы, ваш статус может поменяться через то, что вы будете руководить процессом каким-то, а не быть на вторых ролях. Вам где-то может этого уже конкретно захотеться, в декабре месяце 2023 года. И себе не помешать будет очень важно. Вот какая-то продуктивность с возможностями, причем возможности, когда нет мелочей, когда надеются на себя. Но это очень свойственно вашему знаку, но и не создавать, повторяюсь, какой-то конфронтации. Все-таки помните, что все решают люди. И какая-то ложка дегтя, знаете, со стороны людей, видимо, может оказать влияние для вашего продвижения или для вашей самодостаточности. Или, мои дорогие скорпионы, чтобы вы были счастливыми. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.